Я приветствую вас, представители знака зодиака Лев. Таро расклад «Знаки судьбы». События до конца апреля. Как меняется ваша реальность? Вот давайте с вами и узнаем, что скоро случится или произойдет. Что скоро, возможно, будет меняться до конца апреля. Или неожиданно откроется, как известие, правда какая-то. Или это ваш внутренний инсайт. Вы окончательно примете какой-то вывод или найдете выход из создавшегося положения. Давайте узнаем знаки судьбы как подсказки. Что вам важно знать или что вам нужно услышать прямо сейчас. С чем это связано? И первую карту, которую мы с вами достанем. Что скоро будет? Имеется в виду из разряда того, что вы вычеркнули из своей жизни, а оно к вам возвращается до конца апреля. В чем вы думали, поставили точку, оказалась запятая, а то и многоточие? Какая правда откроется или как известие какое-то, возможно, к вам приходит, что вам совершенно необходимо знать или как что прояснится. Возможно, сфера жизни, опять же. И знаки судьбы. Знаки судьбы, конкретно первый. И что вам хотят сказать высшие силы? Знаки судьбы, куда заведет судьба? Что будет меняться, к чему все идет? Знаки судьбы. Итак, посмотрим, что же вы могли вычеркнуть. Восьмерка воздуха. Вы отказались от каких-то сомнений. Ну, наверное, вы на какой-то период расслабились. Или вы на что-то согласились. По восьмерке воздуха это всегда карта искаженного восприятия. В этой колоде, правда, немного по-другому. Тут, знаете, вы могли не видеть из чего-то выхода. Это, знаете, своеобразный такой отказ как от отрицания. Мы на какой-то период с чем-то согласились, потому что, ну, может быть, не хотели себе осложнять жизнь. А вот сейчас это то, на что вы согласились, теперь к вам возвращается и с новой ясностью, с новым пониманием. И теперь вы понимаете, что нет, вы на что-то не можете закрыть глаза. Вы должны видеть вещи такими, как они есть. Очень такой тонкий нюанс, который может свидетельствовать о любой сфере жизни. С чем это связано? Давайте я достану еще одну карту. Твердое намерение процветать. Это может быть, как к примеру, по работе вас действительно на что-то уговорили. Или, может быть, вы дали себя уговорить, или сами себя уговорили на что-то, потому что либо была какая-то усталость, кстати, на фоне усталости такое бывает, или вы понадеялись, возможно, на кого-то, или прежний этап, ну, был какой-то этап, когда все достаточно неплохо шло, и, в принципе, предпосылок к тому, что, ну, что-то застопорится, не было. Но вот теперь, видимо, что-то опять застопорилось. Вас судьба разворачивает к своим собственным решениям. Или призывает вас на что-то решиться, потому что нет смысла, ну, как ждать с моря погоды, или надеяться, что сама по себе изменится ситуация. Я сказала, твердое намерение процветать. Паж Земли. Вот конкретно прописано в этой колоде. Поэтому кому-то из вас совершенно не устраивает вас материальная эквивалент. Например, то, что вы как заработная плата получаете. Или по вашему бизнесу делу тут тоже что-то реструктурировать явно нужно. Вам нужно что-то менять. И вот к этому, и к этим переменам, точнее, или к этим изменениям вас приводит именно жизненная реальность. Не то, что мы там сами надумали. Это мы понимаем, что нет. Наоборот, мы так несколько подзастряли в некоторых надеждах или в каких-то обещаниях. В чем вы думали, поставили точку, а оно к вам вернется. Здесь могут возвращаться некоторые вопросы, которые связаны с документами, оформлением, у кого-то по работе пересмотр, может быть, контрактов. Ну, может быть, и некоторые документы, которые иного характера, может быть, это связано с банками, с налоговыми органами, когда вам нужно тоже что-то пересмотреть, передумать. И самые разные ситуации. Всегда по аркану правосудия это причина и следствие. И, кстати, карты нам говорят, тут ни разу на авось не понадеешься.
И, может быть, сложится такая ситуация, кстати, вам когда-то раньше мог помочь человек по 11-му аркану правосудия, и вы где-то, может быть, с учетом той поддержки тоже расслабились. Я не говорю, что это для всех, но для кого-то может проиграться. Что вы расслабились, потому что думали, проблема решена. Или так будет всегда. А нам карта теперь говорит, что нет. Тут все-таки закон какое-то равновесие стихий вступает. И, может быть, есть те вопросы, которые вы должны именно сами завершить, мои дорогие. Это как закон кармы, причины и следствия. И с одной стороны, здесь будет двояко. Если вы сами, каждый себя знает лучше, и если вы сделали что-то хорошее, доброе, то оно к вам возвращается, пусть через помощь других людей, руками других людей. Но пространство Вселенной для вас какой-то более предполагаемо удобный фарватер, или я бы сказала перспективный фарватер, откроет решить тот или иной вопрос, который может быть у вас именно как злободневный, который нужно решать на бумаге или даже с позиции закона. Может быть, и вам нужно обратиться даже за консультацией к специалисту, как юрист, адвокат. Я такого не исключаю. Или поехать к чиновнику, узнать, как, ну, допустим, то или иное дело банально оформить, какой порядок, какой цикл, какие бумаги нужно собрать. Но тут может быть и та картина, когда где-то мы там наследили тоже, опять же, закон причины и следствия. И тогда может к вам что-то вернуться на доработку. То, что вы сделали, ну, не очень хорошо. И теперь вам с этим вопросом придется разбираться в одиночку. Тогда для вас это будет означать вот этот вопрос. И вы сами. Этого я тоже не исключаю. Поэтому сделайте что-то в согласии буквально с какой-то бюрократической системой. Или сделайте, мои дорогие львы и львицы, что-то очень правильно наверняка, чтобы закрыть буквально какой-то гештальт. Я вижу так. Давайте откроем третью карту, что же прояснится, какая правда откроется. Семерка воды. А вот правда и открывается, что то, что вы думали, это было иллюзией. Может, у кого-то это даже такая будет история, что была личная история, и вы думали, она будет развиваться. И вы где-то забросили, ну, как свое творчество, свой бизнес, свое личное дело, свое саморазвитие. Как бы принесли своего рода жертву вот тем отношениям, которые вы считали, они будут перспективны. И здесь вы понимаете, отношения, ну нет, не перспективные. Или вы сами от чего-то можете отказаться. Или как-то не складывается что-то у вас, и вы понимаете, что, нет, были в чем-то ваши иллюзии. Здесь по семерке воды наша некоторая прострация, потому что мы в свое время на что-то не решились. Или опять же подумали, что так будет всегда. Было какое-то равновесие, безусловно, но это было временное, а мы его могли принять за постоянное. И вот теперь нам нужно снова оттолкнуться от самих себя и какой-то свой проект, или решить какой-то вопрос. Но это уже сильная позиция, кардинально, потому что по пажу Земли он задает тон, ну, лет на 10-20 эта карта, потому что это как марафонский забег, твердое намерение процветать, ни от кого не зависеть. И, кстати, в этой колоде семерка воды, жить по собственным правилам и независимость, не удовлетворять чужие амбиции и ожидания, но дипломатия. Поэтому вот для вас открывается какое-то дело совершенно с новыми, ну, как гранями, или с какими-то новыми особенностями, и вам тоже нужно все расставить по местам. Давайте узнаем знаки судьбы, что же вам хотят сказать высшие силы, король воды. Вот я говорила, да, ситуация, когда вы могли поставить личную жизнь на первый план и подумать, что, ну, все остальные вопросы, они как-то мало-помалу будут решены, что-то продолжается. Но вот теперь вас может это не устраивать. Теперь вам даже может захотеться самореализации. У кого-то могла быть и та ситуация, когда ваша семья, если вы человек семейный, есть дети, она требовала вашего большего включения, внимания. А здесь вы понимаете, что вам придется совмещать. И ваше, ну, как заработки, например, или вашу работу,
или ваши достижения, сфера достижений. Тут ведь может быть какая-то перезагрузка, когда вы начнете вообще учиться чему-то новому. Именно потому, что не видите в старом перспективы. И тогда вам придется совмещать, ну, для тех, для кого это актуально, и жизнь личную, и одновременно ваши достижения. И не сделать это одно в ущерб другому, как вы это сделали прежде, а каким-то образом вам придется искать баланс между необходимостью, может быть, как новых заработков или умением зарабатывать деньги, иными словами, процветать точно хочется, вот я могу сказать. Но это процветание, оно зависит от вас. Нам ведь об этом говорят. И причем это быстро не получается. Может быть, и хотелось вот так вот получить все и сразу. Это ж всем хочется, это понятно, мы люди. Но тем не менее, так в жизни не бывает. А то, что приходит к нам легко, оно точно так и испаряется словно в никуда. Поэтому есть и сфера чувств, но есть еще и сфера как ваших честолюбивых амбиций. И вам, мои дорогие львы и львицы, без этих амбиций, ну, наверное, лев – это уже не лев. Но совмещать, и по королю воды он как раз умеет переключаться между двумя словно стихиями. Стихия практика, и практики точнее, или все то, что стихия материального мира. Здесь и деньги, здесь и работа, здесь и быт, ну, здесь все то, что мы можем осязать. И стихия чувств. Поэтому там, где чувства, там, может быть, не надо примешивать вопросы материальные какие-то, да, сохранить, ну, не стать своего рода сухарем, а именно быть таким человеком, который способен вдохновляться, способен чувствовать, способен как и восхищаться чему-то, ну, так и сострадать, но и есть и те вопросы, которые тоже от вас требуют определенного рационализма, и там ни разу не про чувства. Там мы никак не можем замечтаться, иначе нам это будет буквально мешать. Но для кого-то из вас, мои дорогие, это конкретно в этой колоде гармоничное сотрудничество. И поэтому я не исключаю, что какая-то тема, она у вас словно, ну, завершается, правда. Но зато на смену ей приходит какая-то другая. Пусть это не для всех, но для кого-то именно так проиграется. Потому что либо новое предложение, либо это даже не столько предложение, сколько как сама возможность. По судьбе вам тогда она приходит, может быть, на работе. Банально, какой-то человек уходит или он увольняется, вы мечтали об этой должности, и теперь вы понимаете, ну вот, мое время пришло, пора. Вот эту вакансию я должен забрать сам. Вот что-то и такое может проиграться, и тогда будете вы. Приготовьтесь, мои дорогие, действительно к марафонскому забегу, когда вам придется, ну, может быть, уделять время и личной жизни, но одновременно не поставить себя на второе место в плане ваших достижений. Знаки судьбы. Что вам хотят передать высшие силы? Вы знаете, правда, какое-то направление вы можете поменять. И здесь как получение новой должности, для кого-то это новые способы заработка по этой карте, вот именно направление. Вы можете даже деятельность захотеть вашу изменить. Может быть, вам будет интересно что-то другое, и вы начнете проходить курсы или добывать по этой теме необходимые знания. Вы на что-то решаетесь, потому что это выводы, основанные на опыте, и быстрота реакции. Вам придется, видимо, до конца апреля какие-то быстрые решения принимать, потому что обстановка меняется, либо вы получаете какой-то документ, известие, сообщение, может быть, СМС, или кто-то вам напишет даже, да, или будет это звонок. Ну, в наш век цифровых технологий это может происходить совершенно по-разному, и вы мешкать тут не можете, потому что вам нужно, с одной стороны, как закрыть один какой-то вопрос и устремиться сразу дальше. Знаки судьбы, тройка земли. Правда, это карта учебы, это карта будущего. Всегда тройка, карта будущего. И здесь мы что-то изучаем, начиная от новых, допустим, вариантов, как заработать деньги через ваше ремесло. Может быть, вы что-то умеете делать своими руками, или вам всегда очень хотелось чему-то научиться. И ремесло мы можем освоить достаточно быстро. У кого-то, может быть, обстановка к этому вынуждает. Правильно, пойти в университет и сидеть 5 лет, а то и больше за партой, мы не можем себе это позволить. А ремесло мы можем приобрести как профессию, какой-то навык. Если вам это тем более интересно. Кому-то нравится стричь, это одновременно людей, да, и это одновременно и творчество, и прекрасный уровень дохода. У кого-то
может быть, маникюр, ну, первое попавшееся, кто-то ремонтирует машины. Или вы можете, к примеру, ремонтировать технику, да, там ноутбуки, компьютеры. И ваше вот это умение, оно не было востребовано. Умею, да умею. И вы даже в себе вот этих талантов как-то и не замечали. Вот вам придется оттолкнуться от того, что вы хотите и что вы умеете делать очень хорошо. Главное, чем вам нравится заниматься. И я допускаю, вы можете, допустим, изучать законы или изучать, как оформить, начать личное дело или бизнес, потому что обстановка, понимаете, нужно надеяться на самого себя. Вы можете пойти на какие-то курсы тоже, опять же, если вам не хватает знаний. Но это все то, что мы изучаем, в последующем нам буквально приносит деньги по тройке земли. Даже если мы изучаем языки, мои дорогие, и вы имеете какую-то профессию, поверьте, вам эти языки помогут быть более востребованными на рынке труда. Или банально, может быть, изучение, к примеру, вы хотите получить права, и плюс ваша профессия и умение водить автомобиль вас тоже может сделать очень более чем конкурентоспособным на рынке труда. Ну, наверное, самые разные направления. Но мы учимся именно потому, что мы видим в этом будущее. Мы видим в этом, ну, какую-то, знаете, прочный фундамент и возможности. Поэтому такой вот период до конца апреля, который будет связан все же, да, больше я вижу сфера ваших достижений. Или приведение некоторых вопросов из прошлого тоже в баланс, потому что именно не хочется иллюзий, не хочется ошибаться. Хочется быть самодостаточным человеком и брать свою жизнь в собственные руки, когда вы независимы, понимаете, тут именно с позиции вашей независимости какая-то происходит перезагрузка. Вам совершенно необходимая. Весь наш расклад, по сути дела, только об этом. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые львы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.